Всем доброй ночи, друзья мои. Честно говоря, сегодня ужасно устала. Когда я говорю, что я устала, многие думают, что я просто говорю. Вот недавно показала себя уставшей. Наверное, тогда поверили, поняли, что значит усталость таких людей, как я. Это выжатость. Но все же, поскольку у нас очень интересная серия роликов началась, это встречи с духами или мир духов. Может быть, переделаю встречи с духами, так правильно звучит, наверное. Да. Зрители голосовые, где я включаю голосовые зрители, а потом объясняю, к чему это было, что это, по мере возможностей, знаний, которые мне даны. Но я сегодня все-таки решила продолжить. Еще раз напомню, что можете свой голосовой рассказ, мистический свой рассказ, который с вами случился в жизни, отправить Яне в будние дни до 9 вечера желательно. И коротко, сжато, правильно объяснив все, что с вами произошло, я постараюсь вам объяснить, что это такое и к чему. Итак, начнем. Если кто не знает, это прекрасная девушка, это современная интерпретация древнегреческого мифа о прикованной к скале Андромеде, которая должна была достаться дракону или чудовищу, как хотите. Постаралась воссоздать эту сцену как красивая декорация для видеоролика. Здесь видео, не буду, наверное, видео показывать, видеорассказ интересный. Давайте послушаем, и дальше я объясню, о чем. Я вместе с вами слушаю, я не слушала это все. Мы просто скидываем в этот чат, а потом уже как бы вместе с вами слушаю и объясняю. Зрители, здравствуйте. Хочу рассказать вам свою историю. Вот на фоне такой красотищи. Это было летом. Посмотрев ритуал Инги Хосроевой «Призвать богатство» с вороньим черепом, я отправилась его искать. У меня дома недалеко находится березовая роща. Там живут вороны, галки. Думаю, сейчас найду я череп точно. Потому что птенцы и птицы больные погибают, и там от них остаются экскременты. Но поиски мои оказались тщетны. На 4-й день еду с работы, и именно на перекрестке, где березовая роща, влетает мне в лобовое стекло машины маленький ворон или галчонок. Он погиб. Мне пришлось за ним вернуться вечером. Но моему удивлению не было края и конца. Я стала очень осторожна со своими желаниями. Но счастью не было предела обладать таким подарком. Я вам объясню, что это означает. Дело в том, что чем чаще вы обращаетесь к силам потустороннего мира, силы Навии, так называли в древние времена, туда входили и боги, и силы, и духи предков, духи природы, души, демонические сущности, то есть тонкий мир. Чем чаще вы обращаетесь, тем сильнее становится ваша связь. И уже достаточно просто захотеть человеку, они ему дают то, что ему нужно. Потому что эти силы, они древние. И, естественно, они могут читать мысли человека. Они могут видеть
метание человека, что он ищет, что он хочет в жизни. И если у вас с ними уже налажен контакт, связь, и если вы им, этим силам нравитесь, если вы ведете себя с ними, ну, скажем, достойно, уважительно, ну, нравитесь, эти силы хотят вам помочь, покровительствуют вам, то они, естественно, слышат ваши желания, видят ваши искания, поиски и приходят к вам на помощь. Это значит, вы завоевали симпатию этих сил, и вам даже стоит захотеть или поговорить об этом, или что-то там сказать, и это уже находится. И многие наши зрители, которые давно на канале и проводили работы, получали результаты, и были благодарны этим силам, потому что силы прекрасно видят и отношение к ним, пользуется ли человек просто, или взамен что-то отдает этому миру. Они выбирают людей, определенных особых людей, которым особенно нравится своим поведением, правильным отношением, и начинают помогать этому человеку сильнее, чем другим. И вот стоит человеку просто захотеть, ему просто приводят навстречу то, что он хотел. Даже вот в таком качестве. Вот так объясняется вот это явление. Итак, продолжаем. Здравствуйте, уважаемая Инга, уважаемая Яночка, уважаемые зрители «Ведьминой избы». Разрешите к вам обратиться, рассказать о своей истории. Постараюсь быть краткой. Это было лет 15 назад. Я переехала от первого мужа в его старый маленький домик, который достался ему по наследству от его бабушки. До встречи со мной муж приобрел соседний участок со старым гнилым домом, который планировал под снос. Но сносить его не пришлось, так как он в один из дней сгорел, и мы начали строить на этом месте свой новый трехэтажный дом. Дом был построен, и мы наконец-то переехали. Спустя некоторое время ко мне по ночам в этом новом доме начало приходить нечто. Нечто очень тяжелое. Я все время слышала эти грузные тяжелые шаги, которые ко мне приближались. Оно как будто стояло возле меня и все время на меня смотрело. Я про себя начинала повторять, что это сон, что это мне снится. Но после этих мыслей следовал удар часто по левой руке, либо по ноге. И у меня эта конечность онемела, я не могла какое-то время ею шевелить. И так она меня держала в страхе и испуге несколько лет. В один из дней муж уехал в командировку, я попросила подругу прийти ко мне с ночевкой. Она пришла, но мы так и не смогли уснуть. Подруга тоже услышала эти грузные шаги. Еще помимо шагов мужской шепот, который позвал женщину. И они вместе шептались, что-то там хихикали. И эта женщина все время этому мужчине говорила: «Посмотри, посмотри». Но что посмотри, подруга так и не расслышала. Мы пролежали в оцепенении часа два, потом нашли себе силы встать и уйти на первый этаж. И там мы просидели до утра. Утром она вызвала такси и уехала скорее домой. Через несколько лет отношения с мужем у меня испортились, и я переехала в другую квартиру, где больше я шаги эти не слышала. Спасибо вам за уделенное внимание, низкий поклон и глубокое уважение уважаемой нашей Инге за все ее труды и помощь нам, простым людям. Большое спасибо. Спасибо, мне очень приятно. Сейчас я вам скажу, отвечу. Но до того, как я вам скажу, что и кто это был, никогда не стройте дом там, где сгорел дом. Если дом сгорел, это место проклятое. Постройте дом чуть подальше. Желательно вообще на этом участке не строить, если уж честно. Но если выхода нет, если больше некуда людям деваться, постройте подальше. На месте сгоревшего дома никогда, неважно даже, вы подожгли этот дом. Как вам кажется, почему люди, например, разбирали или сносили старый дом, выносили весь этот материал, хотя он уже не подлежал пользованию, то есть им пользоваться было нельзя, но не поджигали. Ведь легче было бы, скажем, деревянную избу просто поджечь и очистить место, на этом месте построить, потому что место, то есть горение, сгоревший дом, погорелый дом, он проклят.
молния ударила, дом сгорел, кто-то поджег, само по себе сгорело, кто-то погиб в пожаре или не погиб, неважно. И будьте уверены, что этот дом, который сгорел, до этого тоже там был дом, может, 70 лет назад, неважно, который тоже сгорел. Почему говорю 70? Потому что обычно 7. 7 лет, 70 лет, 700 лет, неважно. Вот это место, значит, сгоревшего дома не должно быть больше построено жилье. Там можно сеять, там можно сделать огород, розы посадить, не знаю, дерево посадить, в конце концов. Оно все уйдет, улетучится эта энергия, злая энергия. Но на месте, значит, пепелища нельзя строить дом. А что там было? Там была вот та самая проклятая сила, которая уже притянулась туда из-за этой злой энергии и вселилась. Это не обязательно, чтобы были старые хозяева. Домовой точно так не делает. Домовой может там навалиться, домовой может разозлиться, баловаться, что-то перевернуть. В общем, вы услышите шаги, звуки, гремят посуда и так далее. Это домовой, да, коты боятся. Это он злой. Его нужно задобрить, что-то надо ему дать, поговорить, попросить, значит, угостить, подружиться с ним надо. Через некоторое время он перестанет это делать. И если в вашем доме есть домовой, это величайшее благо, которое может человеку быть дано, поверьте мне. Потому что в вашем доме годами не будет ничего пригорать, ничего портиться, ничего ломаться. Годами просто. Годами будет держаться вот спокойная обстановка, то есть домовой охраняет, изгоняет злые духи. В конце концов, в доме царит такое равновесие и покой. Поэтому домовой может разозлиться, может иногда он дать о себе знать. Кроме домового могут быть духи, иные духи. Те духи, которых вы вызываете, например, для удачи и так далее, они не мешают домовому. Мешать могут домовому те силы, которые по незнанию вы привели откуда-то. Или со старыми вещами оно пришло. Купили там, например, антикварные часы, антикварные какие-то зеркала. И вот это зеркальные духи пришли. Уже доказано, что у нас кристаллы записывают, значит, ровные, гладкие поверхности отражающие. Они записывают звуки. Человечество придумало запись, но... То есть как записать, да, на пленку, на... Сейчас уже на более такие волны, невидимые вот в телефоне, которые находятся, они записывают, изображение остается, мы видим, это все достижение цивилизации. Но человек не просто так от себя придумал, понимаете, оно пришло у него в мозгу, в сознании это было, он взял это с мироздания, с природы. И поэтому, когда вы берете вещи, особенно отражающие, особенно старые зеркала, канделябры, что еще? Украшения, да что угодно. Может прийти их хозяин. Куклы, какие-то старинные, там, столетние истории и прочее. И вот, когда вы собираете такие вещи, иногда они уживаются, все нормально, а иногда могут прийти злобные духи с ними. Поэтому антиквариат, он такой, как, знаете, вы как по минному полю ходите, взорвется или нет. Вот в чем дело. Осторожно будьте с этими. И тогда могут, да, притеснить домового, тогда могут они драться между собой. В древние времена, например, если с соседями там были хорошие отношения, соседка могла попросить, что вот после моей смерти мои там дети или кто-то продаст дом, ты уж там моя соседка, там Марусенька или как там ее звали, забери моего домового к себе. Она боялась, что его обидят. Моего хозяина забери, он вот служил мне верой и правдой, столько лет мне помогал во всем, забери его к себе, я хочу, чтобы он у тебя жил. И соседи договаривались, забирали своих домовых. Но эту ночь надо было пережить. Посуда летала, на крыше они там кто-то дрался, переворачивали все.
И бабушки обычно говорили: ой, дом поделят и успокоятся. А потом мы понимали, о чем речь. Поделят. Они между собой поделили дом. Кто-то на крыше будет жить и там смотреть, охранять. Кто-то будет внизу, кто-то на кухне будет, кто-то в подвале. Поделили дом и между собой сдружились, домовые. Такое может быть. А бывает, что не находят общий язык. Тогда приходится соседке обратно относить этого домового или изгнать. И такое есть. Люди, например, покупают дом, своего домового со старого дома переносят на веники в новый. Уже говорила, как призывать хозяина. Ну, как-нибудь я специально дам ритуал. Как его призвать из леса, например, или с других мест, или с перекрестка. Там по-разному их призывают, этого домового. Вот он принес, человек купил дом, перенес свои вещи, и домового заодно перенес со старыми вещами в новый дом. А там уже был домовой. И вот начинается драка в семье, наступает такой прям нехороший период, нехорошая полоса. Все начинают болеть, все начинает рушиться, просто падает из рук и так далее. И вот приходится просить человека, который продал дом, чтобы он забрал себе этого домового. Он приходит, веник, значит, кладет у порога, уговаривает, просит своего хозяина с собой уйти. И вот тогда наступает мир. Это все реально. Кому-то покажется, это какие-то сказки, какие-то средневековые, там, древние какие-то непонятные вещи. На самом деле это так, это реальность. И тот человек, который понимает это, и чем раньше он это поймет, осознает, что мы не короли мироздания, что есть духи намного могущественнее, сильнее, вот чем быстрее вы это поймете, тем лучше для вас, тем лучше вы будете жить в соответствии с законами природы. Потому что есть люди, которым везет, которые при любой власти, война, революция, голод, холод, они живут хорошо. Почему? Потому что они вот узнали некие секреты, вот то, что вы отвергаете и говорите, это все фигня, они это знают, уважают и согласно этим канонам и законам мироздания живут, и у них все хорошо. А те, которые считают, что они венец творения, им это все вообще, это ерунда и пережиток прошлого, очень сильно ошибаются. И они до конца жизни будут бороться с этими силами, а эти силы будут бороться с ними. Так зачем с ними бороться? Они могущественные, тысячелетние. С ними надо подружиться. Так вот, учитывая определенные законы мироздания, я вам говорю, что на пепелище нельзя ничего строить. Если некуда деваться, стройте подальше на этой земле, но не на этом месте. Вы сделали большую ошибку. Дом сгорел, очень хорошо убрали, на этом месте построили дом. А место злое, оно уничтожает, понимаете? Разрушающая сила там поселилась, которая рушит. То есть она сжигает, уничтожает. И на месте вот сожжения, на месте, где сила уничтожения, построить новый дом – большая глупость. Это первое, что вы сделали неправильно. Второе, кто это мог быть? Да кто угодно. Это могли быть те же самые злые силы этого места, которые, принимая обличие мужчин и женщин, сводили с ума всех. Это дом как воронка, который будет пугать. В этом доме счастья не будет. Неудивительно, что вы развелись с мужем. Скорее всего, он поменялся, он стал сам не свой. У него иногда появлялся стеклянный взгляд. И я не удивлюсь, если ваш муж там спился, ни с одной женщиной не сладил. Так и живет в этом доме или продали этот дом. В общем, это все закончилось. Соблюдайте всегда законы Вселенной. Вы построите дом на том месте, где, не знаю, сортир был недавно. Наверное, нет. Да? Вам будет как-то это все не очень приятное осознание того, что вот только что здесь был там сельский туалет, а теперь вот я кухню наверху делаю. Ну, то же самое. Там как бы не злая сила, но тоже такое, знаете, энергия человеческого отхода, ненужности, не самая лучшая энергия. А здесь энергия злая, убивающая. Кто это мог быть? Кто угодно. Но тот, который вас развел, который вашему мужу указал неправильную дорогу и, скорее всего, сгубил его тоже. И, скорее всего, ни одна женщина там не выдержала, не осталась.
Потом обычно такие дома пустуют точно так же много лет. Потом опять так же горят и так далее. Места, дома, где было убийство совершено. Их еще можно, конечно, отчитать и жить, но нежелательно. Кто узнает историю этих домов, конечно, не покупают. Это проклятые места. Если это повторяется часто, если там часто горит, если там часто умирают, если там часто дети рождаются больные, значит, это место аномальное, нехорошее. Такой злой портал для злых духов. И вот это ваша была ошибка с мужем, что вы вот такое сделали. И это как бы было начало конца вашего брака. Вот откуда. А силы, я уже сказала, те самые злые силы, разрушительные, которые там живут и будут жить дальше. Естественно, они питаются страхом, ужасом, энергией людей, которые там живут. Они будут и имитировать шаги, и разговоры, и смех, и все что угодно. Были люди, которые просто слышали в доме детские разговоры, детский крик, плач, выходили, никого нету. Это очень реально. Просто многие люди не хотят рассказывать. Во-первых, не все им поверят. Тот человек, который это не видел, с этим не столкнулся. Бывают люди, которые, толстокожие, вот просто. Или, знаете, как, вроде столкнулись, а они до конца себя убеждают в том, что это игра моего разума, это воображение, фантазия, и злятся, раздражаются, когда другие люди говорят, что это правда, что это могло с ними случиться. Даже в этом случае они не хотят это принимать. И поэтому рассказывать могут их принять за ненормальных. Тем более, что знать не знают, что это за явление. Да? Могут сказать, может быть, там, вы что, обкурились? Вот чаще всего вот это оскорбление. Обкурились, что вы там курите? Вот такая вот ересь. Все, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. И на будущее совет всем зрителям. Не стройте дом там, где был пожар. Узнайте историю этих мест. Если там были убийства, оно точно такое же проклятое место. Время от времени оно будет повторяться. Это место запоминает то, что случилось. Время от времени выдает то же самое явление. Имеется в виду нехорошее явление. Давайте дальше послушаем. Добрый день. Здравствуйте, уважаемая Инга. Меня зовут Зульфия. Я бы хотела поделиться с вами с три мистические истории. Постараюсь быть краткой. Первая история про моего отца, как он боится спать по ночам, и это происходит и сейчас. Да, он рассказывал мне про нечто, буду так его называть, как он приходит по ночам, и он душит моего отца. И мой отец прячется под одеяло, но иногда это не помогает. Он свет боится выключать. Да, мой отец спит с включенным светом. Однажды он мне рассказывал, он видел его довольно очень мерзкое существо, мерзкие эти пальцы, черные когти, вытянутые глаза, которые зрачки нету, полностью черные. И он был похож, такой невысокий, чем-то на гномика похож. Вот. И мой отец рассказывает, что вонь просто зловещая, такая, знаете, вот тухлятина, вот все, если все это собрать, невыносимая вонь начинается. И мой отец понимает, что он где-то рядом и подходит к нему. Однажды мои родители рассказывали, что они спали ночью, и мой отец взял за руку мою маму и говорит ей, вот, он идет, приближается. То есть это было фактически как наяву. И моя мама смахнула смахнула рукой над лицом моего отца. И это нечто накинулось на нее. Да, просто, по-моему, моя мама говорила, что рука парализовалась какое-то время. Вот, да. Вторая история. Вот вы только говорили, я хотела сказать, а он не воняет, нет от него вони. Вы сказали вонь. Вы опередили меня. Меня послушайте внимательно. Это помощники силы смерти. Они воняют трупным запахом, как дохлая собака, кошка, что угодно. Он в лохмотьях, весь разодранный, противный. Ходит как бомж, вот такой, как мужичок.
бьет так ногами, очень тяжелый шаг, как лапы бьют по, значит. Однажды вы просто увидите своего отца с открытым ртом, он будет сидеть с выпуклыми от страха глазами и умершего. Он вытащит изнутри него душу и заберет. Дайте мне его фотографию, напишите мне днем, напишите, скажите, что это вы. Я читаю его. Мне не нужно ничего. Если я предлагаю помощь человеку, вы понимаете, что это абсолютно даром. Это сила смерти. Это наведенная смерть, которую давно ему навели. Потом человек испугалась, пожалела и пошла, попросила вернуть назад это все. Точнее, приостановить. И женщина, естественно, сказала, что она останавливать ничего не будет. Но поскольку человек испугалась и попросила прощения, и, значит, решила, что это не нужно ей, покаялась в этом, то вот эта вот сила смерти, она остановила действие. На время остановила. Но он ходит вокруг вашего отца и рано или поздно заберет. Он ходит и хочет забрать душу. Такие истории бывали, но что происходит? Обычно человек говорит: я боюсь. Там ходит он в лохмотьях, вонючий, страшный, с когтями. Именно это описание. Такое описание я слышала и от наших старших, что вот так ходил, а потом увидели человека, то есть того, кто говорил все время, жаловался, ему не верили. Он сидел, стеклянные глаза, рот открытый. Это говорит о том, что его душа прячется в теле, чтобы не отдаться в его руки. А он открывает рот человеку, сует эти когти и вытягивает душу и забирает. Потому что за этим его отправили. Вашего отца надо отчитать. И что еще надо делать, я вам посоветую и скажу. Не медлите. Он может еще пару лет так походить и в конце забрать его. Внезапная смерть называется. Ну, естественно, все скажут, что сердце остановилось, он там испугался, устал и так далее. На самом деле он его заберет просто. Поняли меня, о чем речь? Вот это слово «душа в пятки уходит» – это не просто выражение. Когда душа чувствует, что его хотят забрать, он начинает прятаться в теле человека. И для того, чтобы его забрать, этот помощник смерти, который пахнет трупным запахом, который в лохмотьях, который разодранный, грязный, страшный, ужасающий вид у него. Он сует, он открывает рот человеку, сует свои когти, вытаскивает душу и забирает. Поняли меня? Это очень серьезно. Напишите мне днем. Напишите, желательно после 4. Я буду более-менее свободна. Слушаем дальше. Про моего брата, ну, как он после похорон пришел домой и довольно в шоке был. Мой брат не особо верит во все это, даже слышать не хочет. Но даже тогда он, конечно, очень сильно удивился. Он рассказывал, что после того, как привезли тело знакомого нашего, мы из деревни, и это общий знакомый, мы их все знаем, все в деревне друг друга знаем. Вот. И когда привезли тело, когда стали прощаться, закрывать крышку, в толпе у одной женщины не выдержало сердце. Она просто там же и умерла. Вот. И рабочие рассказывали, которые выкапывали яму, они рассказывали, мы исследуем всем правилам, мы как бы знаем все это, но говорят, что лопата все равно упала в яму. И они сами не понимают, как так произошло. И вот после этого женщина умерла, да. А у этой женщине в этом возрасте когда-то умер сын. Она очень тяжело переживала. Но все равно решила прийти. И, короче, вот так вот, да. Третья история. Так. Не связано одно с другим. Имеется в виду, что
падение лопаты, в принципе, да, если падение лопаты, это не покойник забрал, а просто показали, что еще кто-то скоро уйдет. Например, если вели человека на кладбище, и в гробу у него голова начинала, значит, вертеться слабо там, то есть трясли покойника, считалось, что этого делать нельзя. И если у него голова начиналась трясти в разные стороны, говорили, что скоро еще кого-то заберет с собой. Лопата упала, просто показали, что еще кому-то придется рыть могилу, что еще кто-то уйдет. И вот когда вот там закрыли крышку, спустили, и эта лопата упала, показывая, что еще чья-то душа просится наружу, еще кто-то умирает в этот момент. И вот она умерла. Это не он забрал ее. Это она должна была умереть. Она не выдержала бы уже. Видимо, и очень сильно переживала за смерть сына. И от этих переживаний внутренних, уже было видно, потусторонние силы уже видели, что она умрет и не выдержит. И тем самым дали понять, что еще кто-то скоро придет следом за этим покойным. И так и случилось. Это про меня, как я устроилась на хорошую работу. Казалось бы, работа всей моей мечты, но я недолго радовалась. Да, я заказы принимала, было все хорошо, заказ за заказом, деньги шли, все прям вот мечта мечтой. И какое-то время просто резко все это прекратилось, резко. Просто вот заказчик приходил или звонил, говорил, все, я как бы отменяю, у меня не получается, там любые причины. И это так несколько раз было. И я приходила к ним, я спрашивала, в чем дело. Мне не отвечали, мне со мной разговаривать не хотели. Просто, знаете, вот резко это все прекратилось. И владельцем этого гаража, где я работала, у нас отношения испортились настолько, что мы до сих пор не общаемся. Да. После этого, после того, как заказы прекратились, довольно быстро со мной начало происходить очень странные вещи. То есть я боялась спать по ночам. Я в 3 часа ночи, вот каждую ночь я просыпалась. Я боялась и в квартире быть, я боялась и спать. Вот. И состояние было просто... Не знаю даже, как объяснить. Как, знаете, кувшин, в котором нет воды, пустая была внутри. Просто меня как будто доили, меня высасывали, у меня не было сил. Я просто жить не хотела Но я боролась, и я делала чистки. Я 3 месяца делала чистки. И последнюю ночь, я помню, я сделала чистку, легла, я еще каждую ночь читала «Стражники ночей». Вот прям очень боялась спать, да. И последнюю ночь после чистки я перед сном чувствовала, что, знаете, вот все, предел, вот еще немного, еще. Но меня не станет. У меня было такое чувство. И я сказала, кто бы ты ни был, помоги, и тебе зачтется. И я провалилась просто в сон. И знаете, вот это то ли сон, то ли явь. Очень довольно ярко было. Там была битва. И мне казалось, меня услышали все, кто был рядом. Вы знаете, Инга Баджи, там была такая битва, что... Я видела тех, кто пытался до меня дотянуться, то есть меня забрать, да. Это я их сравнила, они были серые, высокие, и вы знаете, вот горелые спички. Почему-то я с их сравниваю, спичками горелыми. Вот. И была битва, и я видела всех, кто ко мне пришел, и рядом со мной стоял 2-метровый здоровяк просто в военной форме. И мы проигрывали битву. То есть круг замыкался, а сзади меня был обрыв. И я чувствовала, что что-то нехорошее приближается, что все, вот, мы проигрываем. Я еще раз оборачиваюсь к обрыву, смотрю вниз. И я не знаю, то ли сверху, то ли снизу, просто из ниоткуда. Племя африканское.
Я помню, мужчины были, у них были белые бусы, и они были по пояс одеты. А во главе с ними была женщина. У нее была белая шляпа, квадратная белая, белый посох, одежда белая, белая, вот прям вот все белое у них почему-то. Вот. И они проходили мимо меня, на меня не обращали внимания. Они просто смотрели на битву, и знаете, такой взгляд предвкушения битвы, вот такой вот. И я проснулась. Я проснулась, и я рыдала в подушку. Сколько, я не знаю, минут. Я плакала, и я говорила спасибо, спасибо, просто не переставая. И после этого, знаете, вот как будто меня освободили. Это как будто после тьмы выйти к солнцу. Мне стало легче. Мне стало легче, и я стала... Конечно, я дальше чистки делала, но меня спасли. И я до сих пор их всех помню. Стражников, которые пришли мне на помощь. Да. Спасибо вам, Инга. Если бы не вы, я не знаю, я вот иногда думаю, интересно, я была бы жива? Наверное, была бы, но у меня психика была бы сломленная. Наверное, так. Спасибо вам огромное. История необычная, сейчас объясню, но впредь, пожалуйста, повнимательнее. Без личных вопросов и о снах не пишем. Мы говорим только о реальных встречах с духами. Это тоже встречи с духами в вашем подсознании. Это немножко другое, это личное. Значит, первое, что вы в 3 часа просыпались. Вы, скорее всего, может быть, говорили, что у вас все хорошо, или увидели то, что с вами произошло. Это называется крадник. Кто-то перетянул вашу удачу. Кто-то начитал, кто-то из вашего ближайшего окружения, у него начался хороший период, а у вас абсолютная тьма. Далее. Между 3 и 4, 3 и 5 часами просыпаются обычно порченные люди. Чаще всего. Не все, конечно, кто так просыпается, порчены, но в основном порченные люди в это время. Это время активности темных сил, и в это время они... будет человеческое сознание. То, что вы видели человека в военной форме рядом, высокого, значит, здорового мужчину, это вам показали, что за вас борются. И, я говорю и повторяю, что мои работы получается, когда это не столь, скажем так, нет, иногда бывает, что очень такую тяжелую порчу убирают, такое бывает. Но если они на время помогают или не помогают, значит, тут нужна работа и помощь профессионала, вы не справитесь. Но вам показали, что вас услышали. И вот как я снимала недавно лекцию, да, «Битва за душу», вас услышали, и за вас бьются. И вот это племя, которое вы видели, это духи. Это силы, которых вы призывали. Они по-разному себя проявляют и показывают. Показали, что за вас бьются. И что вот ваши просьбы, ваши чистки, они не остались неуслышаны, они сработали. Я рада, что вы смогли выйти из этого состояния. Всегда помните, что когда у вас что-то начинает получаться, то обязательно будет очень много людей вокруг, у которых начнется ненависть, и кто будет считать, что вы незаслуженно это все получаете. Все подлые люди считают, что те, кто чего-то добился, им незаслуженно повезло. Они не видят закулисную жизнь этого человека, какой труд за этим стоит. Они этого не видят. Если ты преуспевающий там бизнесмен, значит, просто деньги идут тебе в руки, просто тебе везет. Никто не знает, что человек до утра может сидеть, что человек с конкуренцией борется, что это надо все управлять, что 1000 шакалов, желающих тебя и посадить, и сожрать, и схавать, и все забрать. И нужно со всем этим бороться и отстоять. Если ты, знаменитый парикмахер, всем кажется, повезло, просто умеешь хорошо стричь. А что ты
принимала одно время совершенно бесплатно людей. День и ночь работала над различными стилями, ездила, возила людей, показывала по всяким конкурсам. И это все требовало очень много моральных и душевных затрат, никто не видит. И так может до бесконечности. Если у тебя фильмы, скажем, кассовые, они покупаются, и ты стал известным режиссером, ну, просто повезло, так получается. Никто не знает, что ты работаешь с этими актерами. Тебе нужно найти продюсеров для фильма, нужно найти финансы, нужно сценаристу оплатить, нужно это все потом подкорректировать, смотреть, костюмеров найти, понимаете? Мы видим результат, красивую картину, но закулисная работа, адский труд в каждом, любой преуспевающий человек, который о себе заявил этому миру, он рискнул. Потому что если ты вышел из толпы, знаешь, что толпа и обсуждать будет, и камни будет кидать, и будет ждать твоего падения, и завидовать будет, и ненавидеть будет, и радоваться будет всем твоим промахам и минусам и так далее. Так создан мир, так создано человечество, к сожалению. Оно 90% состоит из злобы и зависти, и всего 10% от созидательного труда. Поэтому мы так живем, поэтому у нас постоянные войны, поэтому у нас народы исчезают, поэтому у нас катастрофы, катаклизмы, поэтому у нас рубят леса, поэтому у нас сжигают планету. Понимаете? Если бы 90% народа были созидательные, 10% злые, их бы не было видно среди этих добрых, хороших людей. Но мы имеем то, что имеем. И поэтому, если мы в этой жизни, на этой планете Земля, среди этого человеческого общества хотим о себе заявить и выделиться, мы должны быть готовы ко всему. Только храбрые люди на это решаются. Это я имею в виду не тех, кто выделился тем, что задницу открыл посреди улицы и его обсуждать. Нет. А реально созидательный труд, реально что-то хочет в этой жизни, хочет жить лучше других, хочет большего добиться. Это очень большой риск. И надо быть готовым ко всему. Не надо ждать, пока ударят тебя. Надо обороняться, надо быть всегда в доспехах. Как только увидели, что у вас уменьшаются эти заказы, сразу от сглаза, от порчи. Если ничего не помогает, идти к человеку, который сможет это убрать и снять. Не сидеть, бороться. Вот вы боролись, победили, но вы пошли немножко более длительным путем. У вас была депрессия, у вас было нежелание жить. Это резко прекращается, это зависть, это ненависть людей, это злоба, это посылы, это сглаз, это все что угодно, а может и все вместе. Я надеюсь, что ответила на ваши вопросы. Давайте дальше. Здравствуйте. Это было много лет назад с моим первым мужем. Как-то мы с ним очень сильно поругались на ночь. Была уже ночь. Я от обеда вышла из квартиры и села на лавку во дворе. Я была одна и плакала от обиды, злости на него. Попозже, когда я уже немножко остыла и вернулась в квартиру, муж мой еще не спал. И спросил меня, а где котенок? Я очень удивилась, так как кошек в квартире не было, и котенка я не приносила. Муж мне сказал, что он видел, как я приоткрыла дверь в спальню и бросила ему на кровать котенка. Котенок убежал. Я очень удивилась, так как в это время я сидела одна во дворе дома на лавке. Вот такая история. Благодарю вас. Котенок – это семейное счастье, это спокойствие, это мир, это любовь в семье. Коты снятся, если это холеные, красивые, толстые коты, это снятся к благополучию, к денежным, финансовым каким-то, успеху финансовому и так далее. Если это коты облезлые, больные, покрытые ранами и так далее, значит, это к разорению, к денежным потерям и прочее. Кто это был? Чаще всего, когда обижают женщину, приходит и заступается вот та самая Рожана, о которой было сказано. Родоначальница, берегиня рода.
Она может во сне прийти, она может задушить, она может ударить. Женский голос может сказать: я тебе покажу, как ее обижать. Такое тоже было. Ах ты козел! И такое говорили мужчинам. Мужчинам на кухне, когда он там что-то сказал ей, ты потолстела и так далее. И она заплакала, а он усмехнулся, она пошла на балкон, и сзади ему там кто-то в ухо сказал, женский голос такой, уже взрослой женщины: ах ты козел! И он обернулся, никого нету. Но он потом говорит: какие-то непонятные силы за тебя заступаются. Бывали моменты, когда мужчина обидел женщину, и женский крик услышал потом дома, когда ее не было дома. Крик женщины, и кто-то его ударил. Или упало, что-то разбилось. То есть как истерика женщины, злость. Если за нами стоит сильный род, наши праматери всегда приходят к нам на помощь. Этот котенок, который кинули ему, это как намек на то, что ты своими руками разрушаешь свое благополучие в жизни, свой уют. Вот он еще маленький, ты только создал семью, а уже разрушаешь. Но это проявление злости, это проявление недовольства, что вас обидели. И чаще всего в женском обличии проявляется наша праматерь. Поэтому если такое было, или если кто-то говорил, или муж говорил: ты знаешь, вот я тебя обидела, потом какая-то женщина мне показалась на дороге, или вот я чуть в аварию не попал, и какой-то женский крик услышал, или какой-то... Или во сне женщина пришла, сказала: еще раз так сделаешь, и там посмотришь, что будет, и так далее. Это женская суть вашего рода, женская душа, хранительница вашего рода. Ваша прабабушка, непонятно в каком поколении, потому что род обновляется время от времени и начинается по новой. Хотя кровь никуда не девается, но род обновляется, идет новая ветка рода. Вот, например, скажем, если так сказать, от Орловых. Вот Орловый род, графство, да, графы Орловые. От них какой род пошел? Бобринских. Сын Екатерины Великой и Григория Орлова. Алексей Бобринский. Потому что когда он родился, тайком родился, его слуга вынес в бобровой шубе, завернув тайком, и вынес. И фамилию ему дали Бобринские. Но это, по сути, Орловы. Ну, видите, новая ветка, новый род пошел от них. От них и от российской великой императрицы. То есть можно сказать, что это Орловы продолжение. Да, генетически и кровно, да, Орловы, но новый род. Вот с того времени, как этот род Бобринских начался, та самая первая, Анна ее, по-моему, звали, кажется, она была немка. Вот та, которая стала его женой, вопреки желанию матери, потому что у матери было желание женить Павла и, значит, Алексея на двух сестрах. Его связать с Романовыми, она хотела обеспечить ему будущее. И все свое личное накопление, там 1 000 000 рублей, что ли, или 10 миллионов, сейчас не помню, оставила ему. То есть она чувствовала вину перед сыном, что пришлось его оставить без материнского внимания. Ну, не об этом. Так вот та самая Анна, можно сказать, рожана Бобринского рода, Бобринских. Вот таким образом рода иногда обновляются. Иногда от одного рода идет несколько веток. И так далее. Вот та самая рожана вашего рода пришла и показала ему свой гнев. Что ей не нравится то, что ты делаешь. Остановись. Если вот мужчина имеет мозг, он, конечно, понимает. Если нет, вообще обижать женщину нельзя. Я не имею в виду там всяких шалав, которые перед тем, как пойти, недавно показывали, какой-то сериал показывают. Ну, в общем, эти шорты приходят короткие, и там, где показано, что во время девичника, вот пришли какие-то парни, они с ними пошли. Потом одному из них она понравилась, он ее заставил, забрал, значит, применил насилие, избил. Она вся ободранная, разодранная, вернулась назад. То ли жених был, то ли отец, я так и не поняла. Эти сериалы такие дешевые, тупые, конечно. И все вот, мы вечно виним жертву.
У жертвы ответственность, у палача вина, запомните. Он виноват, что так сделал. Никто не имеет права, даже если женщина голая идет по улице, ее насиловать. Никто. Даже она задницу открыла, никто не имеет права ее трогать. Но есть твоя ответственность. Если ты шалашовка перед замужеством, настолько ты распоясалась, настолько ты грязная, что с кем-то куда-то едешь, начинаешь флиртовать с ними. То есть ты не заслуживаешь замужества. Ты выходишь замуж за человека, а уже ему изменяешь, пусть не телесно, но ты уже ведешь себя грязно. Знаешь, что за это последует ответ от Вселенной. Ты себя показываешь как шлюндра, значит, к тебе будет такое же отношение. Потом сколько хочешь говори, я не хочу поехать, хочу, не хочу, никто не спрашивает. Он виноват, что так сделал, но ты ответственна за то, что с тобой так сделали. Во многом. Это я к тому, что люди, которые, то есть, ведут свою жизнь безответственно, неправильно, пусть потом не удивляются результату. Обижать женщину нельзя, достойную женщину. Сейчас мы не про этих. Почему? Потому что женщина – это оберег мужчины. Вот мою лекцию откройте. Жена – оберег мужа. Она оберег мужчины. Она соединяет этого мужчину с силами мироздания. Она как посредник. Если муж любит свою жену, то ради этой женщины силы мироздания дают ему и удачу, и защиту, и помощь в делах. Если он ее обижает, он этой защиты лишается. Мужчина, который любит, уважает свою жену, у них очень достойная семья и очень удачный и брак, и жизнь. И им все удается. Мужчина, который обижает свою женщину, какой бы он ни был там знаменитый, там значимый, его жизнь жалкая, и он жалко заканчивает. И можно сказать, все, что он зарабатывает и делает, в итоге его жизни раздаются туда-сюда, просто раздираются. То есть оно не сохраняется и дальше не идет. Это тоже помните. Поэтому, если мужчина вовремя понял, осознал, то может... если не нравится женщина, уходи, разведись с этой женщиной. Зачем ее мучить? Я этого никогда не понимала. Бить, обижать, унижать, оскорблять и дальше с ней жить. Если живешь, уважай. Если не уважаешь, уже уходи. И все. Да, бывают люди разные, не могут вместе ужиться. Мало ли что. Уходи, не мучай человека. Вот и все.